Дорогие друзья, всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. И в этом мастер-классе я покажу, как вязать вот такой большой, ажурный и простой мотив крючком. Ширина одного такого мотива у меня получилась 17 сантиметров. Я связал квадрат 3 мотива на 3 мотива, и результат у меня получился уже очень большой, 62 сантиметра, даже не влазит в камеру. Поэтому если вы захотите связать дорожку или скатерть этим мотивом, то результат у вас получится очень быстро, так как сам мотив тоже вяжется очень быстро. Я вязал этот мотив крючком 1,75 мм и пряжи из 100% хлопка в моем моточке 150 грамм почти и 1000 метров, то есть 50 граммов примерно 330 метров. Но вы можете вязать абсолютно любой пряжи. Я рекомендую пехорку ажурную, Анна 20, Анна 16, ну или любую тонкую хлопковую пряжу. Этот мотив в работе получается достаточно ровно, поэтому его не обязательно блокировать, а можно просто отпарить утюгом, и уже все петли встанут на свои места, и он будет достаточно ровный. В этом уроке я покажу, как вязать мотив, как их соединять между собой и как я делал вот эту обвязку. А теперь давайте начинать. Для начала работы нам нужно сделать цепочку из 12 воздушных петель. Для этого я беру нить, кладу вот так на палец, придерживаю, вставляю крючок под нить, прокручиваю крючок по часовой стрелке, и у меня образуется вот такая петля. Теперь крючком цепляем нить и протягиваем ее в эту образовавшуюся петлю. И затягиваем. Этот узелок у нас за петлю не считается. И теперь мы выполняем 12 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 воздушных петель. И теперь эти петли соединяем вместе в кольцо. Вставляем крючок в самую первую петлю, цепляем нить и протягиваем нить через все петли. Вот так замыкаем соединительной петлей. И вот у нас получилось кольцо из 12 воздушных петель. Теперь в это кольцо нам нужно провязать 6 столбиков с 2 накидами. Первый столбик с 2 накидами мы заменяем 4 петлями подъема. Раз, два, три, 4. Это первый столбик. Вот этот хвостик я сейчас назад прокладываю и буду прятать под столбиками. Выполняем 2 накида и в кольцо провязываем столбик с 2 накидами. Опять 2 накида на крючок, в кольцо столбик с 2 накидами. 2 накида. 4 столбик. Это вместе с воздушными петлями получается 4 столбик. 2 накида. 5 столбик. 2 накида и 6 столбик с 2 накидами. Все, вот от начала ряда провязали 6 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6. Теперь выполняем 4 воздушные петли. Раз, два, три, 4. И опять в кольцо выполняем 6 столбиков с 2 накидами. Раз. Два. 3. 4. 5. И 6 столбик с 2 накидами. Опять 4 воздушные петли. Раз, два, три, 4. И опять вяжем в кольцо 6 столбиков. Всего нам нужно так провязать 4 раза. Вот мы провязали уже 2. То есть 6 столбиков, 4 петли. 6 столбиков, 4 петли. Провязываем еще 6 столбиков, 4 петли. И еще раз 6 столбиков. То есть у нас 4 вот такие группы получатся. И уже в конце ряда я вернусь. Итак, провязали ряд до конца. Выполнили 4 группы по 6 столбиков, по 4 петли между ними. Здесь у меня остается выполнить последнюю арку. Но вместо 4 петель я выполняю 1 воздушная петля, 2 накида на крючок и провязываем столбик с 2 накидами в 4-ю воздушную петлю подъема.
То есть, грубо говоря, в первый столбик провязываем столбик с 2 накидами. Вот так. Таким образом мы завершили ряд, выполнили как бы у нас здесь последнюю арку из 4 петель и оказались сразу же в этой арке, что нам нужно для выполнения следующего ряда. Теперь приступаем ко второму ряду. Выполняем 4 воздушные петли подъема. 1, 2, 3, 4. Как столбик с 2 накидами. Еще 2 столбика с 2 накидами сюда же, в эту же арку. Выполняем 2 накида. И в эту арку провязываем столбик с 2 накидами. 2 накида, второй столбик с 2 накидами. Все, то есть получается вместе с воздушными петлями подъема провязали 3 столбика. Теперь 3 воздушные петли. И сюда же, в эту же арку, выполняем еще 3 столбика с 2 накидами. Раз. Два. И третий столбик с 2 накидами. То есть в угловую арку мы будем вязать 3 столбика, 3 петли, 3 столбика. Здесь выполняем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И у нас раппорт повторяется. Мы все столбики предыдущего ряда пропускаем, выполняем 2 накида и уже в арку мы провязываем 3 столбика с 2 накидами. Три петли и еще 3 столбика сюда же, и затем опять 5 воздушных петель. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали ряд до конца, выполнили последнюю арку из 5 воздушных петель и соединились в 4-ю воздушную петлю подъема соединительной петлей, то есть просто с первым столбиком соединились соединительной. Если ваша работа получается кривая, у меня тоже кривая, не переживайте, вот смотрите, что у меня здесь, кажется, что все стягивает. Но если мы работу растягиваем вот так пальчиками в разные стороны, вот положим ее просто на ровную поверхность и примерно ее вот так мы ее растягиваем, то есть у нас все петли и столбики становятся на свои места, и работа получается, вот, все у нас здесь ровно. Поэтому не переживаем, вяжем дальше. Теперь приступаем к третьему ряду. Нам нужно соединительными петлями пробраться вот в эту арку. Выполняем соединительную петлю в следующий столбик, соединительная в следующий столбик и соединительная уже в арку 3 воздушных петель. И в эту арку сейчас провязываем 3 столбика с 2 накидами. Первый столбик мы заменяем 4 петлями подъема, 2 накида, и сюда же, в эту же арку, выполняем еще 2 столбика. 1. И второй столбик с 2 накидами сюда же, в эту же арку. Провязали 3 столбика, 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И провязываем 3 столбика сюда же, в эту же арку. 3 столбика с 2 накидами. 1, 2, 3. То есть 3 столбика, 5 петель, 3 столбика. В этом месте выполняем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Мы столбики пропускаем и в следующую арку из 5 петель провязываем 3 столбика с 2 накидами. 1, 2, 3 столбика с 2 накидами. Опять 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И у нас раппорт повторяется. Вот в эту угловую арку мы провязываем 3 столбика, 5 петель, 3 столбика. Вяжем так ряд до конца. Провязали ряд до конца, выполнили последние 4 воздушные петли и соединились с первым столбиком, то есть в 4-ю петлю подъема соединительной петлей. И так мы будем соединяться на протяжении всей работы. Если вдруг что-то поменяется, то я обязательно покажу. И также по завершении работы я всегда вот так просто руками растягиваю
свою салфетку, мотив скатерть, чтобы убедиться, что у меня все идет аккуратно. Все, у нас все столбики становятся на свои места, и салфетка наша ровная. Приступаем к четвертому ряду. Соединительными петлями также пробираемся в арку. Соединительная петля во второй столбик, соединительная в следующий столбик и соединительная в арку. 4 воздушные петли подъема, как столбик с двумя накидами, еще 2 столбика с двумя накидами сюда же. Вяжем только столбики с двумя накидами. Провязали 3 столбика с двумя накидами. 3 воздушные петли, 3 столбика с двумя накидами опять сюда же. Три воздушные петли. И третья группа столбиков опять сюда же, в эту же угловую арку. Провязываем 3 столбика с двумя накидами. Итак, вот что у нас в углу получается. 3 группы столбиков и по 3 петли между ними. В этом месте мы выполняем 2 воздушные петли, 2 накида на крючок. И в столбик с двумя накидами, вот здесь, который мы провязывали посередине 3, мы провязываем в этот первый столбик с двумя накидами. 1 воздушная петля. Еще один столбик с двумя накидами сюда же, в этот же столбик. 1 воздушная петля. Во второй столбик вяжем 1 столбик с двумя накидами. 1 воздушная петля. И в третий столбик также, как и в первый, провязываем столбик, 1 петля и еще 1 столбик. Все, то есть у нас в этом месте получается 5 столбиков с двумя накидами и по 1 петле между ними. После последнего столбика у нас 2 воздушные петли. И у нас раппорт повторяется. В угловую арку мы провязываем уже 3 столбика, 3 петли, 3 столбика, 3 петли и 3 столбика. Все, я здесь уже потом угол довяжу, то есть в углу у нас вот так 3 группы столбиков по 3 петли. Здесь у нас по 2 петли, 5 столбиков, по 1 петле между ними. Вяжем так ряд до конца. Пятый ряд. Соединительная петля в следующий столбик, соединительная петля в следующий и соединительная петля в арку. И в эту арку мы провязываем 3 столбика, 3 петли, 3 столбика. Выполняем 4 воздушные петли подъема, как первый столбик, 2 накида и выполняем в эту же арку еще 2 столбика с двумя накидами. Провязали 3 столбика с двумя накидами, 3 воздушные петли и еще 3 столбика сюда же, в эту же арку. Провязали 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5. И в следующую арку мы провязываем также 3 столбика с двумя накидами, 3 петли и 3 столбика сюда же.
Все, то есть на углу у нас получается вот так в стороны расходятся вот эти группы столбиков. Вот так группа столбиков, и между ними 5 петель. Здесь мы также после этой группы столбиков выполняем 5 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5. И в следующую арку одной воздушной петли столбик без накида. 5 воздушных. Раз, два, три, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку. 5 воздушных. Раз, два, три, 4, 5. Столбик без накида в следующую. Раз, два, три, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку. Все, то есть здесь у нас вот так получается 3 арки по 5 петель. Затем у нас опять 5 воздушных. Раз, два, три, 4, 5. И у нас раппорт повторяется. Мы в угловые арки вяжем вот эти группы столбиков, как мы провязали в начале ряда. Все, то есть здесь у нас вот так получается, и здесь вот так. Вяжем таким образом ряд до конца. Шестой ряд. Соединительная петля в следующий столбик. Соединительная петля в следующий столбик. И соединительная петля в арку. И в эту арку провязываем вот такую же группу столбиков. 4 воздушные петли подъема, как столбик с 2 накидами. И еще 2 столбика с 2 накидами сюда же. То есть у нас все как обычно. 3 столбика с 2 накидами, 3 воздушные петли и 3 столбика сюда же. Все, провязали наши группы столбиков, затем сразу же в арку из 5 воздушных петель выполняем 9 столбиков с 2 накидами. 2 накида и в арку из 5 петель выполняем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 столбик с 2 накидами. Затем сразу же в арку 3 петель мы провязываем уже нашу группу столбиков. 3 столбика с 2 накидами. Три петли и 3 столбика сюда же. Все, то есть здесь у нас на углу вот так получается. Все, а здесь у нас точно так же, как и в предыдущем ряду, 5 петель. Раз, два, три, 4, 5. И в арку из 5 воздушных петель, вот в эту, после столбика без накида, выполняем столбик без накида. 5 петель. Раз, два, три, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку. Раз, два, три, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку. 5 петель. Раз, два, три, 4, 5. И у нас уже раппорт повторяется. Провязываем следующую группу столбиков. Вяжем таким образом ряд до конца. Седьмой ряд. Соединительная петля в следующий столбик. Соединительная петля в следующий. Соединительная в арку. И в эту арку провязываем, как обычно, вот эти группы столбиков. 4 петли подъема. 2 столбика сюда же.
3 воздушные, 3 столбика с 2 накидами сюда же, 3 столбика, 3 петли, 3 столбика. Затем сразу же в следующий столбик из этих 9, в первый, мы выполняем столбик с 2 накидами. Столбик с 2 накидами. 3 воздушные петли, 2 накида. Пропускаем следующий столбик, столбик в следующий столбик. 11 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Опять пропускаем следующий столбик, столбик в следующий. То есть мы столбики здесь вяжем через один. Опять арка 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пропускаем следующий столбик, столбик в следующий. Столбики с 2 накидами. И теперь 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Пропускаем следующий, столбик в следующий. Все, затем сразу же мы уже вяжем следующую группу столбиков. 3 столбика, 3 петли, 3 столбика. Раз, два, 3 петли, 3 столбика сюда же. Вяжу быстро, потому что у нас здесь все одно и то же повторяется, смысла задерживаться нет здесь. Сейчас еще раз покажу, что я здесь навязал. Все, то есть группы столбиков у нас здесь также и остаются. А в этом месте вот так у нас получается вот такие арки. Мы вяжем в первый столбик, пропустили второй, в следующий, опять пропустили в следующий, пропустили в следующий. И так через один столбик мы вяжем. И у нас получается 5 столбиков с 2 накидами. И здесь у нас по краям 2 арки по 3 петли, а здесь по 11. Все, ничего сложного. Все, и здесь у нас после группы столбиков мы выполняем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Столбик без накида в арку после столбика без накида вот сюда. Столбик без накида. И тут же мы также выполняем 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Столбик без накида в следующую арку. Опять 7 петель. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 7 петель. И у нас уже идут следующие группы столбиков. То есть здесь у нас вот так получается. По 7 петель везде. И здесь вот так. Вяжем таким образом ряд до конца. Итак, провязали 7 ряд до конца. Просто хочу обратить ваше внимание, как ведет себя в работе мотив. Мне очень нравится. Все ровно, даже без влажной тепловой обработки. Теперь приступаем к 8 ряду. Этот ряд у нас будет последний. Соединительными петлями, как обычно, пробираемся в арку 3 петель. И здесь провязываем вот эти группы столбиков, как обычно. 4 петли подъема, 2 столбика сюда же, 3 воздушные петли и 3 столбика опять сюда же, в эту же арку. Все, провязали здесь наши группы столбиков, как обычно. В этом месте выполняем 9 петель. 1, 2, 3, 1, 2, 3 и 1, 2, 3. 9 петель.
арки 3 петель мы пропускаем. И вот здесь в большую арку выполняем столбик без накида, 3 петли, столбик без накида, столбик, 3 петли, столбик. Теперь 19 петель. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Это 15. И 1, 2, 3, 4. 19 петель. И уже в следующую большую арку также. Столбик без накида, 3 петли и столбик без накида. Все, теперь у нас 9 петель. 1, 2, 3. 1, 2, 3 и 1, 2, 3. И здесь провязываем уже следующую группу столбиков. Три столбика, 3 петли, 3 столбика. Все, провязали. Здесь у нас 9 петель. 1, 2, 3. 1, 2, 3 и 1, 2, 3. И выполняем столбик без накида вот в эту центральную арку. Столбик без накида. Все, опять 9 петель. 1, 2, 3. 1, 2, 3 и 1, 2, 3. И у нас опять повторяется, идут вот эти группы столбиков. То есть здесь вот так у нас получается по 9 петель и столбик без накида. И здесь вот так у нас в стороны расходятся наши группы столбиков. И здесь вот так формируется угол. Здесь по 9 петель, здесь 19. И тут столбик, 3 петли, столбик. Столбик, 3 петли, столбик. Столбики без накида. Все, вяжем таким образом ряд до конца. И в конце ряда выполняем последнюю арку 9 петель, соединяемся с первым столбиком, и уже можно будет обрезать нить и спрятать хвостик за петлями, за столбиками. И уже как соединять мотивы я вернусь и покажу. То есть вот этот мы первый мотив с вами провязали, я уже провяжу второй мотив самостоятельно, все точно так же, конечно. И уже как я буду соединять второй мотив с этим первым, я вернусь и покажу. Итак, вот я связал второй мотив, и самый последний 8 ряд, вот я уже начал. То есть я провязал нашу группу столбиков, 9 воздушных петель, столбик без накида, 3 петли, столбик без накида. Теперь у меня по рисунку должна быть арка из 19 петель, и в этом месте мне нужно будет соединиться уже с первым моим мотивом, вот в эту большую арку 19 петель. Я сейчас вместо 19 петель выполняю 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 воздушных петель. Беру первый мотив, вот она у меня арка, 19 петель. Вот так получается я кладу изнанка к изнанке. Вставляю крючок вот в эту большую арку и выполняю столбик без накида. Все, теперь я выполняю оставшиеся 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И здесь уже в арку 11 петель мы по рисунку выполняем столбик без накида, 3 петли и столбик без накида. Все, то есть вот мы, получается, соединили пока первый угол, и вместо 19 петель мы выполнили 9 петель с одной стороны, 9 петель с другой стороны, получается 18 петель, и столбик без накида как бы еще одна петля. И по длине у нас также получается как 19 воздушных петель. Теперь у меня по рисунку должна идти арка из 9 воздушных петель, я выполняю 4 воздушные, 1, 2, 3, 4.
беру арку 9 воздушных петель моего первого мотива. Вот она у меня здесь. Вы аккуратно смотрите, чтобы ничего здесь у нас не перекрутилось. Вот арка 9 петель. И я в нее выполняю столбик без накида. Опять 4 воздушные. Раз, два, три, 4. И здесь у меня по рисунку уже идет вот эта наша группа столбиков. А здесь, получается, мы выполнили 4 петли, столбик без накида и 4 петли, что в сумме нам дает 9 воздушных петель. Все, и здесь у нас дальше по рисунку мы вяжем вот эту нашу группу столбиков. 3 столбика с 2 накидами. Раз. Два. 3. У нас должна идти арка 3 воздушных петель, но мы выполняем 1 воздушная петля. Берем наш предыдущий мотив, вот арка 3 петель, мы в нее столбик без накида, 1 воздушная петля. То есть как бы 1 петля, столбик, 1 петля, получается 3. Все, мы возвращаемся к нашему мотиву и выполняем оставшиеся 3 столбика с 2 накидами. Раз. Два. Три. Все, а здесь у нас идет по рисунку 9 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мы также и оставляем. Здесь у нас столбик без накида в арку посередине. То есть в этом месте мы никак не соединяем. Раз, два, три. Раз, два, три. И раз, два, три, 9 петель. Здесь выполняем следующую группу столбиков. 3 столбика с 2 накидами. Раз. Два. Три. У нас должна идти арка 3 петель. Мы выполняем 1 петля. Аккуратно берем наш предыдущий мотив, чтобы у нас ничего не перекрутилось здесь. И в арку 3 петель выполняем столбик без накида. 1 воздушная. Довязываем 3 столбика в нашу группу. Далее у нас по рисунку 9 петель, мы выполняем 4 петли. Раз, два, три, 4. И в арку 9 петель предыдущего мотива столбик без накида. Опять 4 петли. Раз, два, три, 4. И здесь уже на первом мотиве мы выполняем в арку 11 петель столбик без накида. 3 петли. Столбик без накида. Здесь у нас должна идти арка 19 петель. Мы выполняем 9. Раз, два, три. Раз, два, три. И раз, два, три. 9 петель. Берем нашу большую арку предыдущего мотива. В нее столбик без накида. Опять 9 петель. Раз, два, три. Раз, два, три. И раз, два, три. Возвращаемся к нашему мотиву. В арку 11 петель столбик без накида. 3 петли. Столбик без накида. Все, то есть мы соединили здесь мотивы. Сейчас я разворачиваю здесь все дело, вам покажу, еще раз объясню. Вот мы соединили наши 2 мотива. Вот у нас все великолепно здесь растягивается и все аккуратно смотрится. То есть смотрите, мы соединяем арки из 19 петель, арки из 9 петель и арки вот этих наших групп столбиков. Вот арка 9 петель, арка 19 петель. Все, то есть вот так это все дело выглядит. А здесь мы уже разворачиваемся на другую сторону, то есть здесь уже соединять сейчас на данный момент нечего. Мы продолжаем вязать. То есть вот мы соединили вот эту сторону этих 2 мотивов. Все, а здесь у нас нечего пока соединять. Мы выполняем 9 петель. Раз, два, 3, раз, два, 3 и раз, два, 3. Здесь уже идут группы столбиков, то есть здесь мы уже мотив вот так до конца
Здесь довязываем наш второй и соединяемся все, как обычно, соединительной петлей. Когда я уже буду вязать третий мотив и четвертый, как мы здесь соединяем нашу вот эту центральную часть, я вернусь и покажу. Итак, вот я провязал третий мотив. Я здесь уже его соединил вот с этой одной стороной. И здесь я подошел к нашему вот этому перекрещению между мотивами. То есть здесь я соединил сейчас вот эти арки 3 петель и арки 9 петель. И сейчас у меня должна идти самая угловая арка из 19 петель. И мы здесь сейчас вместо 19 петель выполняем 9 воздушных петель. И соединяемся соединительной петлей вот в этот столбик без накида. Затем опять 9 воздушных петель и продолжаем вязать уже вот эту сторону нашего вот этого мотива. Итак, я здесь соединился 9 петлями, выполнил столбик 3 петли, столбик. И теперь продолжаем соединяться. Выполняю 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Здесь у нас был столбик без накида. Я в него, прям в этот столбик, вставляю крючок и выполняю соединительную петлю. То есть у нас уже здесь есть столбик без накида. Если мы еще один столбик без накида сделаем, то будет небольшое утолщение. Но в принципе это допустимо. Но я сделал соединительную петлю. Все, и теперь выполняю следующие 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И уже все, откладываю те мотивы. И здесь возвращаюсь к моему третьему мотиву. В арку 11 петель столбик без накида. 3 петли, столбик без накида. И уже продолжаем вязать вот эту сторону. Здесь у нас 9 петель. 1, 2, 3. 1, 2, 3. И 1, 2, 3. И здесь провязываем вот эти наши столбики, группу столбиков. Все, здесь я сейчас все продолжу, разложу вам, покажу. Вот у меня вот эти два мотива. Вот мы соединили третий мотив, присоединили. Все, вот так дело раскладываем. Все, то есть вот мы соединили. Вот у нас первый мотив. Вот он второй мотив. Вот он третий мотив. И здесь я продолжаю вязать вот так по кругу. Все, и здесь в начале ряда соединяюсь. И здесь также в скрещении уже четвертый мотив. Я вернусь еще раз на всякий случай покажу. Итак, я провязал четвертый мотив. Вот у меня начало ряда. То есть я здесь уже сделал группу столбиков. 9 петель. Столбик, 3 петли, столбик. И теперь мы соединяемся самой большой угловой аркой вот с этим мотивом. Потом с аркой 9 петель. С аркой 3 петель. Здесь у нас нет соединения, опять с аркой 3 петель, с аркой 9 петель. Здесь в угол мы соединяемся соединительной петлей в столбик без накида вот этих мотивов. Все, 9 петель здесь, соединяемся 9 петель, соединяемся 3 петли с этим, соединяемся 3 петли с этим, 9 петель и угловая арка. И здесь вот эту сторону и вот эту мы довязываем уже до конца ряда просто обычно. Все, здесь у нас сейчас 9 петель вместо 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Берем наш вот этот мотив, так как у нас здесь не было соединения еще, мы выполняем столбик без накида сюда. Столбик без накида. 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Возвращаемся к нашему мотиву в арку столбик без накида. 1, 2, 3 петли, столбик без накида. Теперь соединяем 9 петель, выполняем 1, 2, 3, 4. Где у нас здесь аккуратно, чтобы у нас ничего не перекрутилось.
столбик без накида, в арку 9 петель 1, 2, 3, 4. Здесь возвращаемся к мотиву, провязываем группы столбиков. Вместо 3 петель 1 петля, сюда столбик без накида, 1 петля, возвращаемся, довязываем наши столбики. Провязали. Здесь у нас 9 петель, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Столбик без накида в арку 7 петель центральную. Девять, 1, 2, 3, 1, 2, 3 и 1, 2, 3. Провязываем группу столбиков. Провязали 3 столбика, 1 петля, берем наш мотив с другой стороны, столбик без накида, 1 петля, возвращаемся, довязываем 3 столбика, провязали. Здесь у нас 9 петель, соединяем, 1, 2, 3, 4 провязали, столбик без накида, в арку 9 петель предыдущего мотива, 4 петли, 1, 2, 3, 4. Здесь у нас в арку 11 петель, столбик без накида, 3 петли, столбик без накида. И здесь мы соединяем нашу вот эту в углу, в самом углу перекрещение, вот этот вот. Выполняем 9 петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Берем наше вот это перекрещение. Вот здесь у нас 2 мотива мы соединяли столбиком без накида. И мы берем, ищем, где у нас здесь был, вот. Здесь прям видно у нас. Мы вставляем прям в центр крючок и выполняем соединительную петлю. Все, 9 петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Аккуратно мы возвращаем все это дело. Возвращаемся к нашему мотиву, в арку 11 петель, столбик без накида, 1, 2, 3 петли, столбик без накида. И здесь мы уже, я уже здесь не буду вязать, в принципе, я думаю, что здесь все понятно. Мы сейчас выполняем, вот, соединяем арки 9 петель, то есть мы выполняем 4, столбик без накида 4 и соединяем вот эту сторону. Все, то есть здесь вот так у нас получается вот такое аккуратное, красивое соединение. Все, и таким образом провязываем ряд до конца, и здесь соединяемся, обрезаем нить. И таким образом мы можем провязывать сколько мотивов нам угодно. И потом, когда я уже все завершу, все мотивы, которые мне нужны, я вернусь еще и покажу, как я сделаю обвязку. Итак, провязали нужное количество мотивов. Здесь они у меня уже все соединены. Я провязал квадрат 3 мотива на 3 мотива. И теперь я сделаю небольшую обвязку. Можно, в принципе, и так оставить, если вам понравится. Но я сделаю еще небольшую обвязку. Просто сейчас присоединяем нить к любому месту. Вот, например, у меня первый мотив, второй мотив. И вот со второго мотива, вот в этом месте, в арку 3 воздушных петель нашей группы столбиков, мы присоединяем нить и провязываем столбик без накида. Вот так я беру нить, цепляю ее. Вот сюда вот так прохватываю, протягиваю в эту арку 3 петель, делаю 1 воздушная петля подъема и провязываю сюда же, в эту же арку, столбик без накида.
Все, нить у нас таким образом присоединена, она у нас никуда не денется. И теперь выполняем 19 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 воздушных петель. И выполняем столбик без накида вместо соединения. То есть вот у нас здесь было место соединения мотивов. То есть вот эти арки по 9 петель мы пропускаем. И вот сюда вместо соединения выполняем столбик без накида. То есть в этом ряду мы вяжем вот такие большие арки. Опять 19 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Столбик без накида в следующую арку 3 петель. Вот сюда, где группы столбиков. Столбик без накида. Опять. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Столбик без накида в следующую арку 3 петель. То есть вот здесь ананас мы вот этот пропускаем. И в арку 3 петель выполняем столбик без накида. Далее опять раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Выполняем столбик без накида вот в эту угловую арку 19 петель. Столбик без накида. 5 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5. И еще один столбик без накида сюда же. То есть столбик без накида, 5 петель, столбик без накида. Здесь у нас как бы будет вот такой уголок. И здесь мы уже разворачиваем на другую прямую сторону и опять продолжаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Столбик без накида в арку 3 петель. Вот сюда. Все здесь у нас уже повторяется. Все, то есть сейчас покажу. Провязываем вот такие большие арки по 19 петель. И у нас получается, вот мы вяжем в угловую арку, столбик 5 петель, столбик. И здесь пошли раз в арку 3 петель, 2 в арку 3 петель. Здесь 3 вместо соединения. Опять сюда, сюда, опять вместо соединения. И так доходим до следующего угла. И вот в эту угловую арку также столбик, 5 петель, столбик. Все вяжем так ряд здесь по кругу до конца. Итак, провязали ряд до конца, выполнили последнюю арку 19 воздушных петель и просто соединились с самым первым столбиком без накида соединительной петлей. Теперь приступаем ко второму ряду обвязки. Выполняем соединительная петля вот сразу в следующую арку. Соединительная петля. 1 воздушная петля подъема, столбик без накида сюда же в эту же арку. И здесь провязываем арки по 5 петель. Раз, два, 3, 4, 5. Столбик без накида в эту же арку. Вот так провязали 1 арку. И всего нам нужно таких арок 5. Раз, два, 3, 4, 5. Столбик без накида в эту же арку. Раз, два, 3, 4, 5. Столбик без накида. Раз, два, 3, 4, 5. Столбик без накида. Раз, два, 3, 4, 5. Столбик без накида. Итак, сколько у меня получилось? 5 арок. Раз, два, 3, 4, 5. И теперь 5 воздушных. Раз, два, 3, 4, 5. Столбик без накида уже в следующую арку. Все здесь у нас раппорт повторяется. Опять раз, два, 3, 4, 5.
столбик без накида в арку. Итак, вяжем 5 арок. То есть у нас в большую арку всегда идет 5 арок по 5 воздушных петель. И получается еще одна арка, которая будет над местом соединения. Вот здесь точно так же. Я сейчас провяжу 5 арок. Вот 1, 2, 3, 4, 5. И уже шестая у меня будет вот здесь над местом соединения. И опять здесь 5 арок, шестая над местом соединения. Все, сейчас я провяжу вот это все дело до самого угла и покажу, как мы вяжем на углу. Итак, вот я провязал от начала ряда все эти арки, по 5 арок в большую арку и 1 над местом соединения. Вот я подошел к самому углу. Я здесь также провязал вот над местом соединения 1 и в арке 5. 1, 2, 3, 4, 5. И здесь теперь мы на углу в предыдущем ряду вязали арку из 5 петель. Мы сюда также сейчас выполняем 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Выполняем столбик без накида вот в эту угловую арку. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида опять сюда же. 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. И уже столбик без накида в следующую большую арку. И здесь мы также провязываем 5 арок. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Сейчас я провяжу, покажу, как там у нас угол получился. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Сколько я здесь уже провязала? Вот это 4-я. 1, 2, 3, 4, 5. Все, 5-я арка. 5-я арка. И мы сразу вот так потихонечку можем распрямлять все это дело пальчиками, чтобы у нас смотрелось все аккуратно. 1, 2, 3, 4, 5 арок в большой арке. А здесь получается на углу у нас получилось как бы вот так 3 арки. Вот сейчас я здесь растяну, разложу, чтобы было визуально понятно. Итак, в большой арке это над соединением. Здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5. И здесь в большой арке также 1, 2, 3, 4, 5. А вот эти 3, они относятся как раз к самому вот этому углу. Вот над соединением, вот так у нас 3 арки и по 5 здесь. Все, и здесь мы вяжем так по кругу. Итак, провязали ряд до конца, выполнили в последнюю арку 5 арок по 5 воздушных петель, как обычно. Здесь у нас по рисунку тоже должна быть последняя арка над местом соединения, но вместо 5 воздушных петель я сделаю 1 воздушная петля, 2 накида на крючок и в самый первый столбик без накида выполняю столбик с 2 накидами. Все, таким образом мы выполнили последнюю арку и оказались в центре этой арки, что нам нужно для следующего ряда. Третий ряд нашей обвязки, 1 воздушная петля подъема, столбик без накида сюда же в эту же арку, 5 воздушных петель, столбик без накида в следующую арку. Все, то есть вот такой у нас будет ряд. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку. Итак, мы вяжем ряд до конца. И на углу точно так же. То есть у нас будет столбик без накида, 5 петель, столбик в следующую. 5 петель, столбик вот в эту угловую. Опять 5 петель, то есть по 1 столбику в каждую арку. То есть у нас количество арок такое же останется, как и было в предыдущем ряду. Все, вяжем арки по 5 воздушных петель. Провязали ряд до конца, выполнили последнюю арку из 5 воздушных петель и просто соединились с первым столбиком без накида соединительной петлей. Теперь приступаем к следующему ряду. Нам нужно сделать соединительную петлю в предыдущую арку. То есть я сейчас вот так наизнанку разворачиваю работу и в предыдущую арку просто выполняю соединительную петлю. Все, и разворачиваю уже в обычное положение. То есть мы сейчас находимся в предыдущей арке. Теперь в эту предыдущую и в первую следующую арку нам нужно провязать 2 столбика с накидом, вот так с общей вершиной. Первый столбик мы заменяем 3 петлями подъема,
Теперь делаем накид и уже в следующую арку столбик с накидом. Все, то есть вот мы провязали 2 столбика с накидом с общей вершиной. И они у нас находятся как раз ровно над вот этим местом соединения. Теперь провязываем 5 подряд арок по 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку. То есть вот мы сейчас в этой находимся, в следующую. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую. И 1, 2, 3, 4, 5. Следующие 2 арки у нас как раз вот находятся над местом соединения. И мы здесь выполняем 2 столбика с накидом с общей вершиной. Накид. Столбик с накидом. Незавершенный. Накид в следующую арку. Столбик незавершенный. 3 петли провязываем вместе. Все, то есть вот как раз ровно над соединением. Вот у нас столбик, здесь был соединение, вот над ним столбик, и вот как раз здесь, над этим столбиком, над соединением у нас 2 столбика с общей вершиной. Опять 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накидов в следующую арку. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую. Столбик без накида в следующую. Опять 5 петель. 5-я арка. 1, 2, 3, 4, 5. И здесь мы уже выполняем 2 столбика с общей вершиной. Вот как раз над вот этим местом. В следующую арку столбик с накидом незавершенный. В следующую незавершенный. 3 петли вместе. Все, то есть у нас получается от столбика до столбика с общей вершиной у нас по 5 арок. Вот от начала ряда, вот мы здесь сделали 2 первые столбика и пошли 5 арок. 1, 2, 3, 4, 5, 2 столбика с общей вершиной. 1, 2, 3, 4, 5, 2 столбика с общей вершиной. Сейчас я здесь довяжу таким образом до угла, здесь до самого угла и вернусь. Итак, я провязал арки. Вот здесь над последним соединением 2 столбика с накидом с общей вершиной. И здесь на углу мы вяжем просто арки и столбики без накида. То есть вот я здесь уже провязал 1, 2, 3, 4, 5 арок. И здесь у меня столбик без накида. И мы столбики без накида и арки просто провязываем уже до следующего соединения, где у нас вот эти группы столбиков идут. Вяжу 1, 2, 3, 4, 5. Столбик в следующую. Просто столбик без накида в каждую следующую арку и 5 воздушных петель. Только на прямых частях над местами соединения у нас идут столбики с общей вершиной. 1, 2, 3, 4, 5. А на углу мы просто оставляем все арки. Итак, здесь уже подошли 1, 2, 3, 4, 5. Вот как раз у нас вот этот столбик без накида над местом соединения. Вот эти 2 арки мы здесь выполняем. 2 столбика с накидом с общей вершиной. Все, и опять пошли арки. То есть я сейчас скажу, сколько на углу у нас арок получилось. От столбиков до столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. От столбиков до столбиков 13. То есть на углу у нас по 13 арок получается. А здесь у нас от столбика до столбика по 5 арок. Вяжем так ряд до конца. Провязали ряд до конца, выполнили последнюю арку из 5 воздушных петель и соединяемся с первыми вот этими 2 столбиками с общей вершиной просто соединительной петлей.
И всего у нас арок должно получиться четное число. Теперь приступаем к следующему ряду. Этот ряд у нас будет последний. Мы выполняем соединительную петлю в арку. И в эту арку провязываем вот такую группу столбиков. 4 воздушные петли подъема. Как столбик с 2 накидами. 2 накида. И еще 2 столбика с 2 накидами сюда же, в эту же арку. 3 воздушные петли и 3 столбика с 2 накидами сюда же. Раз, два и 3. За вот эти арки потом мы вот так будем блокировать, растягивать нашу салфетку, скатерть. Затем сразу же после этих столбиков в следующую арку мы выполняем столбик без накида. Все, и у нас уже раппорт повторяется. Мы выполняем 2 накида на крючок и в следующую арку провязываем 3 столбика с 2 накидами. Три воздушные петли и опять 3 столбика с 2 накидами сюда же, в эту же арку. То есть мы чередуем группа столбиков, столбик без накида. Все, провязали. В следующую арку столбик без накида. И опять идет группа столбиков. Все, вот таким образом мы вяжем ряд до конца. По завершении работы в последнюю арку столбик без накида соединяемся с первой вот этой группой столбиков, и уже затем можно будет обрезать нить, спрятать хвостики и заблокировать или отпарить даже можно будет просто нашу салфетку, и она будет готова. Поддержите мой канал, поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось, и также подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Ссылочку на группу я оставлю в описании к этому видео. Выкладывайте свои работы с хэштегом «Вяжу с Дуду». А с вами был я, Эд. До скорого!